Всем привет, меня зовут Василя. Сегодня свяжем корзинку с очень красивым узором шишечки. Таким узором можно связать не только круглую корзинку, но и квадратную, прямоугольную или овальную. Мы в данном мастер-классе научимся обвязывать деревянное донышко, делать прибавки и также делать бесшовное соединение. Шва у нас нигде не видно. Также свяжем вот такую крышку. У меня на канале есть несколько мастер-классов по обвязке деревянных крышечек. Ссылки на них я оставлю в описании. Вязать можно из любой пряжи. Разница будет в том, что необходимо будет в донышке делать другое количество прибавок. Допустим, если вы будете вязать из полиэфирного шнура, он намного тоньше. Я оставлю также ссылки, как обвязать донышко из полиэфирного шнура. Я вязала из трикотажной пряжи. У меня пряжа от фирмы Бисквит. Ширина нити 7 мм. Пряжа лицевой нарезки. Она сильно не растягивается и корзинки хорошо держат форму. В одном мотке идет 100 грамм 330 метров. Если вы будете вязать корзинку без крышки, то понадобится всего лишь один моток, если будете вязать одним цветом. А если с крышкой, то понадобится около 130 метров. Но я использовала 3 разных цвета. Также нам понадобится крючок номер 5. Это для того, чтобы обвязывать деревянное донышко. И крючок номер 6 для стенок корзинки. Также можно использовать крючок номер 7. Также понадобится деревянная основа. Она у меня 15 сантиметров в диаметре. При обвязке деревянного донышка обязательно делаются прибавки для того, чтобы стенки корзинки не сужались. У меня донышко 15 сантиметров. Здесь у меня 34 отверстия. Для узора нам необходимо четное количество петель. Я еще делаю 6 прибавок. Итого у меня получится 40 петель. У вас возможно другое количество отверстий. На данное донышко в 15 сантиметров можно сделать 5, 6 или 7 прибавок и расположить их приблизительно на одинаковом расстоянии. Допустим, возможно у вас 35 отверстий, вы можете сделать 5 прибавок. И в итоге у вас тоже получится четное количество петель. Здесь я делаю 6 прибавок. Вот и отметила карандашом. Вы точно так же можете отметить. Так будет намного проще. Я делаю прибавки здесь через 5 отверстий. Здесь тоже через 5. Через 4. Через 5. 5 отверстий. И еще раз через 4 отверстия. Вы также свои прибавки располагаете приблизительно на одинаковом расстоянии. И для начала мы сейчас обвяжем все отверстия соединительными петлями, а затем будем уже делать обвязку донышка и делать прибавки. Для обвязки донышка я беру крючок номер 5. Он должен свободно проходить в отверстие. Чтобы нить у вас не перекручивалась, располагайте клубок нити таким образом, чтобы нить отматывалась справа налево. Тогда нить будет перекручиваться меньше. Оставляем кончик нити сантиметров 15. Заводим крючок в отверстие. Вытягиваем нить. Кончик нити оставляем. Затем вводим крючок в следующее отверстие. Вытянули и протягиваем через петлю на крючке. Далее в следующую. Снова протянули через петлю. Таким образом провязываем все отверстия до конца, и у вас получится вот такая вот косичка. Осталось последнее отверстие. Сюда вводим крючок и захватываем кончик нити, который мы оставляли. Протягиваем через петлю и полностью вытягиваем. Далее крючок заводим вот сюда под косичку.
Вытянули кончик нити и заводим кончик в центр предыдущей косички. С обратной стороны вводим крючок. Вот таким образом делаем соединение. Далее делаем обвязку, где у нас выходит кончик нити. Вводим сюда крючок. Старайтесь, чтобы у вас вот эта вот нить лежала бороздкой кверху. Тогда при вытягивании она будет выходить лицевой стороной. Вытягиваем петлю и провязываем столбик. Далее вводим крючок в следующую петлю. Кончик нити укладываем вдоль вязания, провязываем вместе. Также захватили рабочую нить, вытягиваем и провязываем. Вот я провязала до отметки, где у меня будет прибавка. Значит, в это отверстие я провязываю 2 столбика. Ввожу крючок, провязываю первый столбик. Далее вводим крючок в это же отверстие и провязываем второй столбик. Вот таким образом делается прибавка. В одно отверстие провязываем 2 столбика. Далее следующие отверстия провязываем по одному столбику. И снова, где я отмечала, здесь провязываем прибавку. Находим следующее отверстие, вводим крючок и провязываем также столбик. Старайтесь петлю вытягивать, чтобы она была на высоте с петлей, которая на крючке. Снова делаю прибавку. Сюда же провязываю второй столбик. Вот мы сделали прибавку. Здесь у меня между прибавками 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Далее вяжем точно так же. Снова провязываем по столбику в каждую петлю. Здесь делаем прибавку. И провязываем таким образом до конца. Здесь покажу, как сделать соединение. Вот таким образом обвязали донышко. Теперь делаем соединение. Вытягиваем нить побольше. Заводим крючок вот сюда вот под петлю. Вот у нас первый столбик. Сверху у него косичка есть. Захватываем петлю и вытягиваем. Далее вот здесь вот заводим между двумя нитями. Заводим крючок. С этой стороны у нас идут перемычки. Вот они. Заводим крючок под перемычку. Данную петельку накидываем на крючок. Тянем за рабочую нить и затягиваем. Далее захватываем рабочую нить, располагайте ее таким образом, как я говорила, чтобы она выходила лицевой стороной. И протягиваем через все петли. Подтянули, затем провязываем. Это у нас будет первый столбик в первом ряду. Далее весь первый ряд мы вяжем столбиками без накида. Захватываем заднюю стенку петли. Вот они, такие косички.
только заднюю стенку петли и крючок вводим под перемычку. Заднюю стенку петли захватили, крючок сразу же вводим под перемычку, вытягиваем на высоту с петлей на крючке и провязываем столбик без накида. Слегка подтягивайте нить, чтобы вот эта петелька не была у вас слишком широкой, и тогда между столбиками не будет сильно больших отверстий. Снова вводим за заднюю стенку под перемычку, вытянули, провязываем столбик. Таким образом провязываем первый ряд до конца столбиками без накида. Провязываю в первом ряду последний столбик. Теперь будем делать соединение и перейдем на второй ряд. Крючок можно уже поменять. Это у меня был крючок номер 5. Я теперь беру крючок номер 6. Можно взять крючок номер 7. Теперь ниточку вытягиваем побольше. Заводим крючок вот сюда под косичку. Вот он идет, первый столбик. С обратной стороны ввели и вытягиваем петлю. Заводим крючок между столбиками, накинули петельку, затягиваем, протягиваем нить через петли и провязываем столбик. Теперь будем формировать узор шишечки. Вот мы провязали столбик между двумя столбиками. Теперь один столбик пропускаем, в следующий вводим крючок, заводим крючок спереди за обе ножки столбика. Вот таким образом. Захватили нить, вытягиваем на высоту с петлей на крючке и провязываем. Не забываем, ниточка у нас располагается вот таким образом, бороздкой кверху. Далее, как провязали шишечку, заводим крючок сразу же вот сюда, вот в эту петлю и провязываем столбик. Далее снова один столбик пропускаем, в следующий под обе ножки столбика заводим крючок, вытянули и провязываем. Снова столбик, пропустили следующую, при вязании старайтесь вот эту нить слегка подтягивать, чтобы между столбиками у вас здесь не было сильно больших отверстий и корзинка у вас не расширялась. Итак, столбик пропустили, следующую, провязали и слегка подтянули. Вот таким образом формируются шишечки. Провязываем данный ряд до конца. Довязываю второй ряд до конца. Здесь мы начинали провязывать, вот у нас идет столбик первый между двумя столбиками, и ряд заканчивается шишечкой. Когда провязываете шишечку, старайтесь нить вытягивать на уровне с петлей на крючке. Сильно ее вот такой маленькой не оставляйте. Подтянули хорошо и провязываем. Теперь будем соединение делать и вязать третий ряд. Вытягиваем петлю. Вот он, первый столбик, петелька сверху,
С обратной стороны заводим крючок. Вытянули петлю. И теперь крючок вводим вот сюда вот. Вот смотрите, идет шишечка. Вот здесь вот между столбиками. Получается, перед шишечкой заводим крючок. Накидываем петлю. Затягиваем. И провязываем столбик. И теперь, где у нас вот идут столбики, здесь мы будем формировать шишечку. А перед шишечкой здесь вот между столбиками провязывать столбик. Вот мы провязали столбик. Теперь идет шишечка, ее пропускаем. Вот он у нас идет столбик. Заводим спереди под обе стенки столбика крючок и провязываем шишечку. Вот таким образом. Далее здесь сразу же провязываем столбик в петлю. Шишечку пропустили. Спереди завели крючок под обе стенки. Таким образом провязывается третий ряд. Довязываем до конца. Еще раз покажу, как сделать соединение. Я провязала третий ряд, он также заканчивается шишечкой. Мы всегда начинаем со столбика и заканчивается ряд шишечкой. Теперь делаем соединение. Снова вытягиваем. Вот он, первый столбик. Сверху заводим крючок. Вытянули петлю. Находим шишечку и перед ней вот сюда вот в петлю заводим крючок. Накинули петельку, затягиваем. Провязываем столбик. Также я хочу вам сказать, при провязывании рядов, как провязали ряд, вы можете вот таким образом руками все сформировать, чтобы у вас ряд был ровный. Стеночки были также у вас ровные. Далее у нас узор повторяется. Вяжем все точно так же, как и в предыдущем ряду. Вот у нас шишечка, мы ее пропускаем, находим столбик, заводим крючок. Провязали. Сразу же вот в эту петлю провязываем столбик. Далее снова под обе ножки столбика. Провязываем до конца, и я покажу, как сменить нить на другой цвет. Я довязала четвертый ряд. Нить обрезаем, полностью вытягиваем. Также находим здесь первый столбик, заводим сверху под косичку. Вытянули. Заводим в центр предыдущей косички. Таким образом, с обратной стороны вводим крючок. И теперь ниточку можно вот здесь вот спрятать сразу под петельки. Теперь берем нить другого цвета и крючок вводим перед шишечкой. Не обязательно вводить там, где вы закончили вязать. Можно в любом месте найти шишку. И вот сюда вот в петлю вводим крючок. Вытягиваем и провязываем столбик. И далее у нас узор повторяется. Вот эту нить можно здесь вот уложить вдоль вязания и провязать вместе. Шишечку пропускаем,
Далее провязываем столбик. И вот таким образом мы поменяли нить, и последующие ряды вяжутся точно так же, как и предыдущие. Далее вяжем самостоятельно на необходимую высоту. Вот я провязала необходимую высоту. Всего у меня здесь 9 рядов. Итак, теперь делаем соединение и сделаем обвязку по краю. Вытягиваем петлю. Также заводим вот сюда вот под косичку. И крючок вводим между столбиками вот сюда. Вытягиваем данную петлю. Теперь заводим следующую петлю. Вытянули и провязываем через петлю на крючке. Это мы провязываем соединительные петли. Так будем провязывать по всему краю. Вводим крючок. Вот смотрите, здесь у нас сверху косичка. Вытянули и протянули. Старайтесь сильно туго не стягивать, чтобы край у вас был ровный. И вот таким образом по краю будет образовываться косичка. Довязываем до конца. Осталось провязать последнюю петлю. И теперь оставляем небольшой кончик нити и обрезаем. Полностью вытягиваем. Находим вот самую первую косичку, заводим крючок. Протянули кончик нити. И также заводим его вот сюда, вот в центр предыдущей косички. С обратной стороны необходимо ввести крючок. Вот таким образом аккуратно делаем соединение. И все, кончик нити необходимо спрятать здесь под петли. Теперь будем провязывать крышку. Я также беру крючок номер 6. И для того, чтобы крышечка была более плотной, хорошо держала форму, трикотажную пряжу можно слегка подрастянуть вот таким образом. Теперь делаем кольцо амигуруми. Кладем нить вот таким образом на пальчики. Обхватываем крест-накрест. С обратной стороны придерживаем мизинчиком. Заводим под первую нить, захватываем вторую. Вытягиваем, колечко отпускаем и провязываем данную петлю. Это у нас будет первый столбик. Вот этот первый столбик я сейчас отмечу маркером, чтобы вам было понятнее, куда делать соединение в следующем ряду. Далее заводим крючок в кольцо, провязываем второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Итак, в кольцо мы провязали 6 столбиков. Далее тянем за кончик нити. Сильно не затягиваем. Теперь вытягиваем петлю. Находим наш первый столбик. Вот мы отмечали его маркером. Здесь у нас косичка идет. Заводим под косичку. Вытягиваем петлю.
Теперь нам необходимо ввести крючок в самый первый столбик, туда, где мы отмечали маркером. Вот здесь вот у нас образовалась такая нить. Сюда заводим крючок, и где у нас установлен маркер. Маркер можно убрать. Подтягиваем нить, накидываем петлю на крючок, тянем за рабочую нить, затягиваем. Далее вытягиваем нить через все петли. Вытянули и провязываем столбик. Первый ряд немного сложновато вязать, но последующие ряды будут вязаться намного проще. Теперь будем провязывать второй ряд. Во втором ряду мы делаем прибавки. В каждый столбик предыдущего ряда будем провязывать по 2 столбика. Если вы хотите, также можете вот эту петлю отметить маркером. Сюда снова мы будем делать соединение. Я вам отмечаю, чтобы вам было понятнее. Это я делаю для наглядности. Итак, провязываем второй столбик. Мы вот сюда провяжем в конце, когда вернемся. Находим следующий столбик. Вот он идет. Крючок необходимо вводить в центр галочки в раскол. То есть с обратной стороны он должен выходить также по центру. Провязываем один столбик и сюда же провязываем второй. Находим следующую галочку, также в центр. Заводим крючок. И вот он у меня вышел немного неправильно. Вот у нас центр галочки. Вот так он должен выйти по центру. Провязываем 2 столбика. Первый и второй. Всего получается во втором ряду должно получиться 12 столбиков. Провязываем до конца. И здесь провяжем еще один столбик. Вот я провязала, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 пар столбиков. И у нас самый первый идет один столбик. Сюда же провязываем еще второй. Теперь делаем соединение, вытягиваем петлю. Вот он первый столбик. Сверху у него косичка. Заводим и вытягиваем петлю. Далее находим первый столбик, сюда заводим крючок, накидываем петлю. Затянули и вытягиваем петлю. Провязываем столбик. И теперь будем вязать третий ряд. В третьем ряду также делаем 6 прибавок через один столбик. Вот у нас есть уже один столбик. Следующую провязываем 2 столбика. Также в центр галочки вводим крючок. С обратной стороны он вышел по центру. Провязываем один столбик и сюда же второй. В следующую один столбик. Далее 2 столбика. Итак, провязываем до конца. Через один столбик провязываем прибавку. В третьем ряду получится 18 столбиков. Ряд у меня закончился прибавкой, так как самый первый столбик он у нас идет одинарный. Далее
Делаем соединение. Точно так же вытягиваем петлю. Вводим крючок в самый первый столбик. Провязали столбик. Теперь можно затянуть данное отверстие. Начиная с 4-го ряда необходимо учитывать то, что прибавки не вяжутся над прибавками. Вот у нас идет прибавка. Здесь мы прибавки не делаем. То есть мы их провязываем там, где есть одинарный столбик. Также будет 6 прибавок и в последующих рядах тоже по 6 прибавок. Поэтому вот здесь вначале мы провязываем прибавку. Вот у нас есть один столбик. Сюда же провязываем еще один. Если вы хотите, вы можете первый столбик также отмечать маркером. Далее у нас идет прибавка. Здесь провязываем по одному столбику. Получается в 4-м ряду между прибавками по 2 одинарных столбика. Один столбик и в следующую еще один. Далее прибавка. Вот у нас одинарный столбик. Один столбик и в следующую еще один. Между прибавками по 2 одинарных столбика. Провязываем 4-й ряд до конца. В 4-м ряду будет 24 столбика. Я довязала 4-й ряд. Следующий 5-й ряд я буду вязать уже другим цветом. Поэтому нить обрезаем, полностью вытягиваем и делаем соединение. Далее в 5-м ряду у нас между прибавками будет уже 3 одинарных столбика. Здесь у нас в 4-м ряду было 2 одинарных, в 5-м будет 3. Также находим, где у нас есть одинарная галочка, вводим крючок и отсюда можно провязывать прибавку. Провязываем столбик. Сюда же провяжем еще один. Далее провязываем 3 одинарных столбика. Раз, два, три. Вот эту ниточку укладываем вот здесь вдоль вязания и провязываем вместе. Далее провязываем прибавку. Затем снова 3 одинарных столбика и прибавка. Таким образом провязывается 5-й ряд. Вяжем его до конца. Соединение делаем точно такое же, как и в предыдущих рядах. Последующие ряды вяжем самостоятельно. Далее будет 6-й ряд. Между прибавками будет уже 4 одинарных столбика и так далее. Каждый раз увеличивается на 1 столбик между прибавками. Провязываем необходимый диаметр круга. Я провязала всего 7 рядов. И теперь мы здесь сделаем обвязку по краю. Заводим крючок под косичку. Между столбиками и выводим петлю вперед. Теперь заводим следующую петлю вот таким образом. Вытянули и провязываем соединительный столбик. Далее в следующую. И провязываем по краю.
Итак, обвязали крышку. Теперь кончики нити можно спрятать здесь вот под петли. Берете крючок меньшего размера и прячете. Если у вас круг получился не совсем ровный, то его можно отпарить, либо положить ХБ-ткань и слегка прогладить. Также можно положить под пресс и оставить просушиться. Теперь по изнаночной стороне в предпоследний ряд мы будем провязывать столбики без накида. Я беру крючок номер 5, чтобы проще было вводить. Находим, вот у нас идут столбики, заводим крючок, вытягиваем нить и провязываем столбик. Далее находим следующую галочку. Также вводим крючок. Кончик нити можно вот здесь укладывать и провязывать вместе. Второй столбик провязали. Далее находим следующий. Третий и так далее. Под каждый столбик провязываем по столбику. Таким образом провязываем до конца. Теперь свяжем ручку. Нить необходимо хорошо растянуть. Далее оставляем небольшой кончик нити. Делаем петлю. Провязываем первую воздушную петлю, вторую и третью. Вяжу я крючком номером 5. Далее вводим крючок во вторую петлю от крючка, первую во вторую, вытянули петлю, не провязываем, следующую вытянули, на крючке 3 петли. Большим пальцем придерживаем хорошо все 3 петельки, вытаскиваем крючок, оставляем последнюю петлю, захватываем рабочую нить, протянули, далее захватываем вторую петлю, снова вытянули и третью, также вытянули петлю. На крючке у нас снова 3 петли. Придерживаем основание всех петель, вытягиваем, провязываем в первую, захватили вторую, провязали и в третью. Вот таким образом провязывается ручка. Как провязали необходимую длину, вот у нас на крючке 3 петли, теперь их в конце все 3 провязываем вместе. Теперь оставляем кончик нити и обрезаем нить. Захватываем нить, продеваем через петлю. Все вытянули. И теперь нам осталось только присоединить ручку к крышке.
Вот и готова наша корзинка. Вот такая у нас получилась крышечка. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.